Израиль еще до начала конфликта создал секретный форпост в западной пустыне Ирака для поддержки операций против Тегерана, а Россия поставляет дроны Ирану по Каспийскому морю. «Конфликт в Украине скоро может завершиться», — заявил Путин. При этом он повторил угрозы в адрес Армении, практически как когда-то говорил Украине. «9 мая — это не комедийное шоу», — сказал Путин. Как этот день отметили в России и за ее пределами. Петр Мадьяр вступил в должность премьер-министра и выполнил свое предвыборное обещание, данное детям. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Над севером Ирака были замечены 2 истребителя F-15 ВВС США и самолет-заправщик. Американские источники подчеркивают, такие полеты пока соответствуют оборонительной позиции США в Персидском заливе на фоне ракетных и дроновых атак со стороны Ирана по территории Объединенных Арабских Эмиратов и курдских районов Ирака. При этом в Вашингтоне заявляют, нынешняя активность авиации пока не свидетельствует о подготовке масштабных новых ударов по Ирану. Одновременно американские СМИ сообщают о новых деталях скрытого противостояния вокруг Ирана. По данным The Wall Street Journal, Израиль еще до начала конфликта создал секретный форпост в западной пустыне Ирака для поддержки операций против Тегерана. Как утверждают источники издания, объект предназначался в том числе для возможной эвакуации израильских пилотов в случае их поражения над Ираном. По информации газеты, в первые дни конфликта иракский пастух случайно обнаружил эту базу, после чего к месту выдвинулись иракские военные. Израиль, как утверждается, нанес авиаудары, чтобы не допустить приближения сил безопасности. Сообщается о гибели одного иракского солдата. Тем временем The New York Times со ссылкой на американских чиновников пишет: Россия продолжает поставлять в Иран компоненты для беспилотников и другие грузы через Каспийское море, обходя американские ограничения. На фоне эскалации звучат и новые угрозы вокруг Ормузского пролива, ключевого маршрута мировой нефтяной торговли. В заявлениях, распространяемых в регионе, правительства стран Персидского залива, включая Бахрейн, предупреждают о серьезных последствиях в случае поддержки американских инициатив против Ирана. Великобритания готовится к возможной операции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Лондон объявил о переброске эсминца HMS Dragon на Ближний Восток. Ранее корабль находился в восточной части Средиземного моря и участвовал в защите Кипра после начала войны между Ираном и США. Теперь британский эсминец может стать частью международной коалиции, которую совместно формируют Великобритания и Франция. Цель – обеспечить безопасный проход торговых судов через Ормузский пролив после возможной стабилизации ситуации в регионе. Ранее Франция также направила свою авианосную ударную группу в южную часть Красного моря. В Лондоне заявляют, размещение HMS Dragon – это меры предусмотрительного планирования, которые позволят Британии быстро подключиться к операции, если для этого появятся условия. По данным западных СМИ, Париж и Лондон уже несколько недель обсуждают план по восстановлению безопасности морских маршрутов на фоне возможного снижения напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Для реализации инициативы потребуется координация с Ираном, а готовность присоединиться к миссии уже выразили около десятка стран. Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. Через него проходит значительная часть глобальных поставок энергоресурсов, поэтому любые угрозы судоходству в этом районе сразу отражаются на мировых рынках. При этом британские эксперты отмечают, возможности Королевского флота сейчас ограничены. За последние годы ВМС Великобритании сократились, а часть кораблей была списана еще до поступления новых судов на вооружение. В Москве прошел сокращенный парад к 9 мая, без масштабного показа техники и с ограниченным доступом для иностранной прессы. По данным СМИ, часть западных журналистов не получила аккредитацию на Красную площадь. На трибунах были лидеры союзных Москве стран, среди них Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев. После парада Владимир Путин провел переговоры с иностранными делегациями и затем вышел к прессе. Но что касается провокации, вы видели, что я здесь нахожусь, Министерство обороны мне пока ничего не докладывало об этом. Я сказать ничего не могу. Сейчас вернусь на рабочее место, там мне доложат военные. По поводу парада. Вы знаете, мы ведь приняли решение о том, что в этом году, он не юбилейный, но тем не менее, все-таки это День Победы. Мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники. И не только по соображениям безопасности, но прежде всего потому, что вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции. Что касается провокационных заявлений, то да, и эти решения, безусловно, были приняты
гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления. Что касается этих заявлений, то мы на них отреагировали, как вы знаете. Вначале Министерство обороны выступило с определенным заявлением. Оно хорошо известно, что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий мы вынуждены будем нанести ответные удары, массированные ракетные удары по центру Киева. Что же здесь непонятного? Вот в результате всех этих дискуссий и возникла инициатива президента Соединенных Штатов, господина Трампа, о дополнительных 2 днях перемирия и обмена военнопленными в эти 2 дня. Мы сразу согласились с этим, тем более, что это, на мой взгляд, и оправданное предложение, и продиктованное соображениями уважения к нашей общей победе над нацизмом и явно носящее ярко выраженный гуманитарный характер. Кстати говоря, мы накануне, за несколько дней, 5 мая, передали украинской стороне предложение об обмене и направили на Украину список из 500 украинских военнослужащих, находящихся в России. Первоначально реакция была такая, что нужно посмотреть повнимательнее. Может быть, не все 500, может быть, 200. А потом вообще они сошли с радаров и прямо сказали, что они не готовы к этому обмену. Не хотят. Поэтому, когда прозвучало предложение президента Соединенных Штатов Трампа, мы, конечно, это сразу поддержали. И рассчитываем на то, что в данном случае все-таки украинская сторона отреагирует на предложение президента Соединенных Штатов. Никаких предложений до сих пор к нам, к сожалению, не поступало. Отвечая на вопрос, почему еще недавно друзья России не приехали на парад, Путин ответил так. Все носило очень предметный и прагматичный характер. Что касается планов Армении, армянского руководства, вы знаете, ведь мы на эти мероприятия никого не приглашали. Это не юбилейное мероприятие, но всем, так сказать, разослали информацию о том, что мы будем рады, если кто-то приедет. Мы никому не запрещаем этого приезда. Приглашения официального нет. Поэтому не только Армения, и другие многие страны, и наши добрые соседи, и хорошие наши партнеры, и друзья не были сегодня здесь. Особое внимание к отсутствию премьер-министра Армении. Путин заявил, что не видит ничего необычного, но подчеркнул, что Москва уважает выбор Еревана и продолжает поддерживать тесные отношения с армянским народом. Это не наше дело, но в принципе это вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода. Ведь, понимаете, что вот мы сейчас переживаем все, что происходит на украинском направлении. А с чего началось-то? Со вступления или попытки вступления Украины в ЕС. Первый этап был, только первый этап. Мы уже тогда начали обсуждать и с европейцами. Мы им говорили, послушайте, фитосанитарные нормы разные абсолютно в ваших странах, в Евросоюзе и в России. Кстати, у нас гораздо более строгие фитосанитарные нормы. Но это невозможно, чтобы ваша продукция поступала на российский рынок через украинскую территорию. Мы не можем этого допустить. А у нас на тот момент были свободные границы, зона свободной торговли с Украиной.
Мы вынуждены будем закрываться. То же самое касается целого ряда промышленных товаров. Я, честно говоря, был удивлен такой жесткой прямолинейной позицией со стороны европейцев. Жестко встали ни по одному вопросу. Нет, нет, нет. В конечном итоге все-таки и тогдашний президент Янукович повнимательнее прочитал, прикинул, сказал, нет, пока, наверное, я не готов к этому, потому что слишком большой ущерб для экономики Украины возникал. Он не отказался от вступления. Он сказал, я должен еще раз к этому вернуться, все проанализировать. Все это привело потом к госперевороту, к крымской истории, к позиции юго-востока Украины и к боевым действиям. Вот к чему это все привело. Это серьезный вопрос. Поэтому не нужно доводить до крайности. Нужно своевременно просто сказать, что мы будем делать так и так. Здесь нет ничего особенного. Надо все посчитать. И на армянской стороне надо посчитать, и нам посчитать. Я вот сейчас вот отвечаю и думаю, вполне можно было бы поставить этот вопрос на очередном саммите Евразес. Сейчас. Покомандует начальство, да, потом я. Теперь к Путину приехал лишь словацкий премьер Фицо, единственный лидер европейской страны. А вторая часть... По поводу послания... послание. Да, значит, господин Фицо мне сказал об этом, сказал о своей встрече. Ну, как бы особого послания там и не было. Там просто я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу. Да, это я слышал. Но мы слышим это не первый раз. Ну, что можно в этой связи сказать, что мы никогда не отказывались, я не отказывался. Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть приезжает. Тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся. Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу, чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка. Послушайте, это прежде всего касается России и Украины. Если кто-то нам хочет помочь и делает это, а мы видим, что сегодняшняя администрация США и президент Соединенных Штатов искренне, я хочу это подчеркнуть, искренне стремятся к урегулированию, им явно этот конфликт не нужен, у них много других приоритетных задач, то мы за это только им благодарны. Но это прежде всего дело России и Украины. Путин вновь обвинил Запад в том, что тот воюет с Россией руками украинцев. И заявил, что именно расширение НАТО и отказ учитывать интересы Москвы привели к нынешнему конфликту. Он также вспомнил переговоры в Стамбуле весной 2022 года, утверждая, что Украина была готова подписать соглашение. Но, по его словам, процесс сорвал тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон. Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германия господин Шрёдер. Ну, а так, пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес. Пожалуйста, мы никогда не были закрыты от переговоров. Никогда. Это же не мы отказались, а они отказались. Не обошел Путин и тему войны в Иране. Вы знаете, я поделюсь с вами секретами, но они такие относительно секретные секреты. Мы не только предлагали, мы же уже один раз это делали в 2015 году. И Иран, доверяя нам в полном объеме и не без основания доверяет, потому что мы, во-первых, никогда не нарушали никаких договоренностей, и, во-вторых, мы продолжаем мирные ядерные программы в Иране, построили уже Бушер, который работает, и продолжаем строить. Мы же продолжаем работу. И наша работа по сотрудничеству в сфере мирного атома не подвержена текущей конъюнктуре. Мы в 2015 году это сделали, и тогда это легло в основу заключения договора между
всеми заинтересованными странами и Ираном. То есть сыграла очень позитивную роль. Такой опыт есть. Я и сейчас сказал, что мы готовы повторить этот опыт. И первоначально, вот это и есть как бы секрет, все согласились. Согласились и представители Соединенных Штатов, согласился Иран, согласился Израиль. Но потом Соединенные Штаты свою позицию ужесточили и потребовали вывоза только на территорию США. После этого Иран ужесточил свою позицию. И мне было сказано, приезжал господин Лариджани, который, к сожалению, ушел из жизни. Очень жаль. Это был человек, с которым можно было вести конструктивный диалог. Он умел слушать, слышал, реагировал на все. И он тогда приехал и сказал: нет, вы знаете, мы тоже изменили свою позицию. Теперь мы не готовы вывозить этот обогащенный уран никуда. Предлагаем России новый формат сотрудничества, создать совместные предприятия, но на территории Ирана. И вместе там разбавлять уран. Я сказал: пожалуйста, мы не против. Главное, чтобы это разрядило ситуацию. Но мне кажется, что уже с этим никто не согласится. Ни Соединенные Штаты, ни Израиль. Так и получилось. И по этому направлению ситуация как бы зашла в тупик, надо сказать откровенно. Наши предложения лежат на столе, и мне кажется, это хорошее предложение. И снова вернулся к теме отношений с Европой. С учетом настроений, которые сейчас есть на Западе, как вы считаете, будет ли это усугубляться и дальше? И Россия что-то может сделать? Что может сделать Чем Россия? сильнее будет Россия, тем быстрее это будет сходить на нет. Первое. Второе. Что касается, почему это вообще происходит. Я считаю, что это проявление, как ни странно прозвучит, реваншизма со стороны тех самых глобалистских западных элит, о которых я уже упоминал. Не к ночи будем вспоминать, но уже в позднее время. Что имею в виду? Ведь я уже сказал, и мы все это знаем, что все рассчитывали на быстрый крах России. В течение 6 месяцев все должно было бы, по их мнению, развалиться. Предприятия должны были встать, банковская система должна была бы перестать работать, миллионы людей должны были оказаться на улице. У нас, кстати, самая низкая безработица из всех стран, 20-ки, 2,2% до сих пор. И все рассчитывали что-то оттяпать у России, что-то хапнуть, извините за простоту выражения. Вот Финляндия зачем вступила в НАТО? У нас что, с Финляндией были какие-то территориальные споры? Нет. Все было давно решено. Ничего не нужно. И руководство Финляндии это прекрасно понимало. Чего в НАТО пошли? А в надежде, что здесь у нас все рухнет, а они тут как тут, цап-царап. Значит, вот они уже там границу строят по реке Сестре. Я бы и жесты определенные сделал, и кое-что сказал, но поскольку я родом из культурной столицы, я воздержусь. Но я думаю, что в значительной степени то, что происходит, продиктовано именно соображениями подобного рода. Но сейчас, когда приходит понимание, что все не так просто, что возникают проблемы, что преодолеть их достаточно сложно, и лучше искать пути возобновления нормальных отношений. Лучше переходить к каким-то договоренностям, взаимоприемлемым договоренностям. А, кстати говоря, мы с Европой-то всегда строили отношения на принципах взаимного уважения и учета интересов. Это не пустое дипломатическое словосочетание. Мы именно так и делали. Не всегда с Европой так разговаривают сегодня. А мы только так разговаривали. Всегда. Но этого показалось мало. Надеюсь, что осознание того, что это была ошибочная позиция, сейчас вот уже обозначилось и будет набирать обороты и силу. И в конечном итоге мы все-таки восстановим отношения
со многими странами, которые сегодня пытаются придать анафеме наши отношения. Но чем раньше это произойдет, тем лучше. И для нас, и в данном случае для европейских стран. День Великой Победы. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации несут боевой... Вы знаете, для нас, для России, все-таки 9 мая – это не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах. Для нас это святой день. К слову, во время трансляции воздушной части парада в Москве российские госканалы показали ролик, который пользователи заподозрили в использовании ИИ. Камера будто пролетала прямо между самолетами, а на самих истребителях заметили символику, похожую на флаги стран НАТО и ЕС. Несмотря на это, официально заявили, что в кадре были пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи». А вот как отметили День Победы в других городах России и не только. В Санкт-Петербурге День Победы отметили шествием Бессмертного полка. При усиленных мерах безопасности центр города перекрыли, вдоль маршрута дежурили силовики, а в небе и на улицах работали системы радиоэлектронного подавления и дополнительная охрана. По данным местных властей, на улицы города вышли более 100 тысяч человек с портретами родственников, участвовавших во Второй мировой войне, погибших в войне против Украины, и с фотографией Евгения Пригожина. В Кемерове шествие Бессмертного полка транслировали в прямом эфире. Однако после слов журналистки о двойном празднике в разговоре с матерью пропавшего участника войны этот эпизод исчез из записи. Это важно. Героические, боевые Это мой и сын. трудовые традиции Без вести пропавший. живут и поныне. То есть у вас сегодня такой двойной праздник получается. Тружеников Кузбасса. Слушай, поздравляю вас с праздником, Днем Победы, хорошего сегодня вам дня. В Чите к празднованию 9 мая привлекли жены и матерей погибших участников войны в Украине. Сержант Большаков принимал участие в выполнении сложнейших специальных и боевых задач. В Томске устроили праздничный заплыв в пилотках с фотографиями и флагами. В Татарстане также прошел парад. В этом году в Москве празднование Дня Победы прошло без традиционного фейерверка. Зато его провели в Волгограде. Акции Бессмертного полка и памятные шествия ко Дню Победы прошли не только в России, но и далеко за ее пределами, в частности, в Индонезии. В Нью-Дели в акции приняли участие местные жители, студенты и представители российской дипломатической миссии и растянули огромную георгиевскую ленту. В белорусском Витебске пророссийские активисты попытались раздать георгиевские ленты, однако учителя не позволили проводить акцию возле школы. На видео одна из педагогов объясняет отказ словами: «У нас другая символика». Разбирайте, ребята. Молодцы, молодцы. Не, у нас под форму ленточки не подходят. Ну как это ленточка? Чтобы не одну войну воевали? Мы воевали, Женщина. я не спорю, но эти Ну у что? нас другой атрибут. Вы хотите, чтобы у нас другая война была? Атрибут я прошу. А что? А это не мешает георгиевской ленте. Это детки. Ну, Ребятки, разбирайте ленточки. берите, не бойтесь, ребята. В Варшаве не обошлось без скандала. А в Берлине полиция задерживала участников акций в Трептов-парке после того, как власти запретили демонстрацию российской и советской символики возле мемориалов 8 и 9 мая. В Венгрии новая политическая эпоха. После 16 лет правления Виктора Орбана страну официально возглавил Петр Мадьяр, лидер правоцентристской партии ТИСА, победивший на выборах с конституционным большинством. Церемония вступления в должность прошла в здании венгерского парламента в Будапеште. После голосования депутаты встретили нового премьера овациями стоя. Под звуки фанфар в зал внесли государственные флаги, а сам Мадьяр принял присягу, держа в руках венгерский триколор. Снаружи парламента за происходящим наблюдали тысячи людей. На площади установили большие экраны, где в прямом эфире транслировалась церемония. Над зданием парламента развивались одновременно венгерские и европейские флаги, символ того, что новый премьер обещает вернуть стране более тесные отношения с Евросоюзом
после многих лет конфликтов Будапешта с Брюсселем. Венгерский народ дал нам мандат положить конец десятилетиям дрейфа. Они дали нам мандат открыть новую главу в истории Венгрии. Не просто сменить правительство, но и изменить саму систему. Начать заново. Мы берем на себя общее обязательство сделать так, чтобы в Венгрии то, что нас объединяет, снова стало сильнее того, что нас разделяет. Чтобы мы снова научились воспринимать себя как единую нацию, даже если мы родом из разных мест и имеем разный жизненный опыт, или голосовали за разные политические силы. Мы обещаем, что в ближайшие годы будем укреплять в этой стране язык доверия, человечности и общего патриотизма. Нужно сказать, что то, что произошло со многими нашими согражданами, является недопустимым. Поэтому позвольте мне здесь, в Доме венгерской конституционной преемственности, как премьер-министру Венгрии, принести извинения. После присяги Мадьяр вышел к собравшимся людям на ступени парламента. Рядом с ним были его сыновья. Нового главу правительства приветствовали военный оркестр, почетный караул и десятки тысяч сторонников. На площади подняли огромный венгерский флаг, а церемония больше напоминала национальный праздник. Но самым неожиданным моментом дня стало не выступление премьера, а танцы одного из его соратников. Зсолт Хегедюш, политик, который стал звездой соцсетей после эмоциональных танцев на сцене в Ночь Победы партии ТИСа, снова устроил импровизированное шоу прямо на ступенях парламента. Под аплодисменты толпы и депутатов Хегедюш танцевал брейк-данс, изображал игру на воздушной гитаре и буквально завел публику. К нему присоединились и другие новые депутаты, а Петър Мадьяр стоял рядом, улыбался и аплодировал. В Венгрии новое правительство Петъра Мадьяра начало работу с неожиданно символического жеста. На первое заседание парламента пригласили детскую ромскую группу «Суга Трамбура», и именно она открыла церемонию исполнением так называемого гимна Рома. Для самих детей это стало событием, в которое они, по собственному признанию, долго не могли поверить. Еще несколько месяцев назад лидер партии ТИСа Петър Мадьяр приехал в маленький венгерский поселок Шукёшт, познакомился с музыкантами и пообещал: если победит на выборах, пригласит их выступить в парламенте. И это обещание он выполнил. Он поговорил с детьми, ел с ними торт, они делали селфи. И дети сказали ему: «Петър, представь, мы видели парламент снаружи, какое это красивое здание». И он пообещал им, что если ТИСа победит на выборах, то пригласит группу на первое заседание парламента. И дети поверили ему. И он сдержал свое обещание. В зале парламента звучала песня о судьбе ромского народа, о бедности, преследовании и надежде. Некоторые депутаты не скрывали эмоций и плакали прямо во время выступления. Для Венгрии, где тема отношения к ромскому меньшинству многие годы остается болезненной, этот момент стал не только культурным жестом, но и политическим сигналом нового правительства. Я никогда не был внутри парламента. Видел его только снаружи. Для нас будет большим впечатлением попасть внутрь. А позже музыкант признался: они вообще не думали, что когда-нибудь смогут исполнить ромский гимн в главном политическом зале страны. Сам Мадьяр во время выступления почти не говорил и лишь слушал музыкантов вместе с депутатами. Но его сторонники уже называют этот эпизод демонстрацией того, каким он хочет показать свое премьерство. Более открытым для тех, кого раньше редко замечали в большой политике. Я испытываю эйфорическую радость от всего происходящего, от того, что у этой страны будет лидер, который сможет склониться к самому бедному ребенку с последней улицы и воспримет его всерьез. И мы сможем построить страну, где такие люди станут полноценной частью общества, а ребенок получит шанс стать кем угодно. Группа «Суга Трамбура» работает с детьми из неблагополучных семей. Ее руководители говорят: музыка помогает подросткам не оказаться в преступном мире. И теперь история коллектива из маленького поселка неожиданно стала частью большой венгерской политики. В Киеве ко Дню Европы подсветили монумент «Родина-мать» в цвета флага Евросоюза. На монументе появились желтые звезды на синем фоне, а рядом надпись «9 мая. День Европы». Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Позже начались официальные переговоры о вступлении. Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что Киев хочет вступить в ЕС до 2027 года. При этом некоторые страны Евросоюза, в том числе Франция и Германия, пока осторожно относятся к возможному ускоренному вступлению Украины в ЕС.